На рассвете охотничьего сезона в одном из заболоченных уголков Флориды, где тропики будто сливаются с дикой стихией, местные рейнджеры получили звонок, который надолго врежется в их память. Один из рыбаков заметил в воде нечто настолько огромное, что сначала принял это за перевернутую лодку. Только когда лодка медленно зашевелилась и с шорохом вынырнула из мутной воды, стало ясно — это крокодил. Но не просто большой аллигатор, каким полна Флорида, это был монстр. Длина его тела превышала 15 футов, а вес приближался к 1 тонне. Огромная морда, утыканная зубами величиной с человеческий палец, и глаза, сверкающие хищным блеском, вызывали настоящий ужас. Оказалось, что это самец американского аллигатора возрастом более 60 лет. Он обитал в местных болотах десятилетиями, питаясь всем подряд, от рыбы до енотов и, по слухам, даже парой домашних собак. Ученые выяснили, что его метаболизм замедлился до минимума, что позволяло ему накапливать массу и оставаться незаметным. Это чудовище, скрывавшееся в мутной воде, стало самым крупным из всех когда-либо зафиксированных в этом регионе. Журналисты быстро подхватили новость, прозвали его флоридским монстром и пытались организовать выставку, но биологи настояли — животное должно вернуться в дикую природу. Его пометили GPS-трекером и выпустили далеко от людских поселений, туда, где болотистые земли могут вместить такого титана. Но если крокодил способен довести человека до ступора лишь своим видом, то следующее существо превращает понятие «размер» в нечто совершенно иное. Кит-гигант весом в мир. В глубинах Мирового океана живет существо, которое буквально больше автобуса, тяжелее танка и громче реактивного самолета. Это синий кит. Самое массивное животное, когда-либо обитавшее на нашей планете. Даже динозавры не могут сравниться с его размерами. Взрослый самец может достигать 100 футов в длину и весить до 200 тысяч фунтов. Это все равно, что 15 слонов, стоящих друг на друге. Но его величие не в одном лишь весе. Сердце синего кита размером с небольшой автомобиль, а его язык весит почти столько же, сколько взрослый бизон. Вена этого исполина настолько широка, что по ней мог бы проплыть ребенок. И несмотря на свою гигантскую форму, питается он крилем, крошечными ракообразными, которых кит отцеживает из воды с помощью тысяч тончайших пластин. Синий кит — рекордсмен и по громкости. Его зов слышен под водой за сотни миль. Это не просто звук, это вибрация, которая пронизывает толщу воды, словно предупреждение другим гигантам — здесь правит он. Но даже такое существо когда-то едва не исчезло. В 20 веке китобойный промысел поставил синего кита на грань вымирания. Сегодня их численность понемногу восстанавливается, и наблюдать за ними вживую — одно из самых завораживающих зрелищ, которое только может предложить природа. Представьте, как тень длиной в 80 футов появляется под лодкой, и вот уже гигантский силуэт всплывает, извергая струю воды вверх, словно гейзер. Но если этот морской титан поражает своей массой, то следующее существо интригует тем, как умудряется быть таким длинным и при этом оставаться почти невидимым. Змея длиною в автобус. Глубоко в джунглях Амазонки, где тропический мрак скрывает тайны, рожденные тысячелетиями эволюции, затаилась одна из самых устрашающих обитательниц планеты — гигантская анаконда. Ее размер — не преувеличение и не легенда. Самая длинная официально задокументированная особь достигала почти 30 футов в длину. Это столько же, сколько стандартный школьный автобус. И все это — сплошные мускулы, покрытые зеленовато-черной чешуей, идеальные для маскировки в водах тропических рек. Анаконда — амбушюрный хищник. Она не гоняется за добычей, она ждет. Под покровом листвы или в мутной воде, как живой капкан. И когда жертва приближается, будь то капибара или даже кайман, взрывается из укрытия с поразительной скоростью. Но больше всего поражает способ, которым она убивает. Анаконда не ядовита, она душит. Обвивается вокруг тела своей цели, сжимая каждый раз, когда та выдыхает, пока не наступает полная тишина. После этого заглатывание. Да, это не миф. Крупная анаконда способна проглотить добычу, превышающую ее по ширине. Благодаря уникальной гибкости черепа и челюстей, она буквально растягивается. И если анаконда поражает своей длиной, то следующее существо пугает тем, что его можно не заметить, пока он не окажется у вас на лице. Паук размером с лицо. Пауки редко вызывают умиление. Но если вы боитесь их в обычном размере, то представьте, каково столкнуться с пауком размером с человеческое лицо. Птицеед Голиаф, обитающий в джунглях Южной Америки, абсолютный король пауков. Размах его лап может превышать 1 фут. Это не ошибка. 1 фут. Лапы, покрытые щетиной, словно тонкие корни, изогнутые и чутко реагируют на малейшие колебания воздуха. В отличие от своих мелких сородичей, этот паук не плетет паутину. Он охотится как хищник. Нападает, сбивает жертву с ног и вонзает в нее огромные клыки. Сила укуса такова, что он без проблем прокусывает хитин насекомых и даже кожу мелких млекопитающих.
В меню Голиафа жабы, мыши и даже мелкие птицы. Отсюда и название. Во время защиты он издает странный шипящий звук, трет лапы друг от друга и может метнуть микроскопические раздражающие волоски с живота. Эти волоски вызывают сильное жжение на коже и даже временную слепоту, если попасть в глаза. И хотя для человека его укус не смертелен, это переживание точно останется в памяти навсегда. Исследователи, сталкивавшиеся с Голиафом в дикой природе, вспоминают, как он пробегал мимо их палаток с характерным звуком щелкающих лап, как будто кто-то бросил ветки на сухую листву. Существа такого масштаба не просто пугают, они словно стирают границу между фильмом ужасов и реальностью. И если паук способен вызывать настоящий животный страх, то следующее существо — настоящий монстр из лужи. С виду смешное, пока не откроет пасть — лягушка из ночных кошмаров. На первый взгляд просто пучеглазая лягушка. Но как только африканская рогатая лягушка раскрывает рот, становится понятно, что перед вами один из самых безжалостных хищников среди земноводных. В отличие от своих безобидных сородичей, она не ловит насекомых языком. Она охотится из засады, зарывшись в землю и выжидая. Как только добыча приближается, мгновенный бросок. Но вот что по-настоящему пугает: лягушка способна заглотить добычу, сравнимую с ней по размеру: мышей, змей, других лягушек и даже птиц. Ее челюсти настолько сильны, что она может удержать палец человека, и это вызывает настоящую боль. В Южной Африке зафиксированы случаи, когда эта лягушка нападала на змей и победно выползала из схватки, держа хвост жертвы в зубах. Несмотря на свой странный вид, она обладает крайне агрессивным характером и может броситься даже на человека, если почувствует угрозу. В террариумах ее называют живым пылесосом. Она съедает все, что движется. В природе же ее почти никто не трогает. Даже птицы стараются держаться подальше, риск того не стоит. Внутри этой маленькой бочонки бьется сердце настоящего хищника. А вот следующее существо не амфибия и не рептилия. Это морской титан с ногами, напоминающими щупальца, и способностью парализовать одним только видом. Краб-гигант с океанского дна. Глубоко в водах Тихого океана у побережья Японии скрывается существо, которое кажется пришельцем из иного мира. Это японский краб-паук, настоящий живой артефакт из глубинных бездн. Размах его конечностей может достигать 12 футов. Это больше, чем рост среднего взрослого мужчины с вытянутыми руками. При этом само тело краба относительно компактное, но его длиннющие конечности создают поистине пугающее впечатление. Его когти как садовые секаторы, а манера двигаться медленная, почти механическая. Он словно крадется, не упуская цели. Эти крабы не хищники, они падальщики, но их внешний вид часто пугает дайверов, особенно в темных водах, где только фонарь выхватывает из мрака этого паукообразного монстра. Что особенно поразительно, японские крабы-пауки могут жить до 100 лет. Некоторые исследователи считают, что их устойчивость к давлению и холодной воде позволяет телу расти на протяжении всей жизни. Есть даже неподтвержденные сообщения о крабах с размахом конечностей в 15 футов. Несмотря на устрашающий облик, японские крабы имеют почти миролюбивый характер. Но один взгляд на их силуэт в толще воды способен заставить сердце пропустить удар. Особенно если это не один, а целая группа, медленно двигающаяся по дну, как армия скелетных солдат. А что, если следующий обитатель океана будет не менее безмолвен, но гораздо опаснее своим прикосновением, чем когтями? Гигантская медуза-невидимка. Ее можно не заметить, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Немного южнее австралийского побережья обитает гигантская цианея, также известная как львиная грива. Это не просто медуза. Это подводное орудие массового поражения. Размах ее щупалец может превышать 120 футов. Это длиннее синего кита. Но длина — не все. Эти щупальца усеяны стрекательными клетками, способными парализовать мелкую рыбу или даже вызвать сильную аллергическую реакцию у человека. Одна неосторожная встреча, и вы ощущаете сотни игл, одновременно пронзающих кожу. А ведь само тело медузы зачастую почти прозрачно, что делает ее практически невидимой в воде. Всплывая к поверхности в пасмурные дни, она охотится на все, что случайно окажется рядом. Ученые часто сравнивают ее с живым привидением, величественным, но смертельно опасным. Один экземпляр, выброшенный на берег в Новой Шотландии, был настолько огромен, что местные сначала приняли его за останки морского чудовища. Ее движения грациозны, почти гипнотизирующие. Она словно парит в воде, оставляя за собой шлейф из ядовитых волос. Это медуза — пример того, как красота может быть смертельной. Но если водный мир пугает своей тишиной и прозрачной угрозой, то следующая глава — это возвращение на сушу, где гигант встречает вас, хрюкая и виляя хвостом. Поросенок весом с медведя.
Когда в Джорджии охотник заметил в лесу нечто черное, массивное и быстрое, он решил, что это медведь. Но то, что вышло из кустов, оказалось свиньей. И необычной. Перед ним стоял Хакзила, один из самых крупных домашних кабанов, когда-либо зарегистрированных. Вес этого монстра превышал 1000 фунтов. Это больше, чем вес двух взрослых мужчин вместе взятых. Он был результатом скрещивания диких кабанов и домашних свиней, выращенных в особых условиях. У него были клыки длиной почти фут, кожа толщиной в несколько дюймов и такая мощная грудная клетка, что даже пуля могла застрять в тканях. Этого зверя невозможно было удержать в обычном загоне. Он ломал деревянные ворота, как бумажные. Когда его переместили в фермерский вольер, пришлось строить укрепления, как для буйволов. Его повадки были агрессивными, а аппетит неутолимым. Он мог съесть мешок кукурузы за один присест. История Хокзилы стала вирусной. Фото огромной свиньи, стоящей рядом с охотником, мгновенно разлетелось по интернету, вызвав тысячи обсуждений. Одни говорили «фейк», другие — результат гормонов. Но эксперты подтвердили, все реально. Такое возможно, если соединить гены дикого хищника и идеальные условия от корма. Если этот кабан мог напугать своим объемом, то следующий герой пугает своим генетическим происхождением. Он наполовину лев, наполовину тигр, голова в пасти льва. Представьте себе животное, которое сильнее тигра, больше льва и выглядит так, будто вышло из фантастического фильма. Это лигр, гибрид, рожденный от отца льва и матери тигрицы. В отличие от своих родителей, он не просто крупнее. Он гигант. Самый известный лигр в истории — Геркулес, проживающий в заповеднике в Южной Каролине. Его рост стоя на задних лапах более 11 футов, вес почти 900 фунтов. Он способен одним движением лапы повалить лошадь. Его морда больше баскетбольного мяча, а пасть как портал в другой мир. Интересно, что в природе лигры не встречаются, они появляются только в неволе, поскольку ареалы обитания тигров и львов не пересекаются. Но когда такой гибрид появляется, природа делает исключение. Эти звери обладают чертами обоих родителей. От тигра — мощные лапы и мускулатура, от льва — грива и повадки. Лигры обладают удивительной скоростью роста. За первые 2 года они удваивают размеры обычного льва. Ученые до сих пор не до конца понимают, почему их организм не знает предела. Возможно, это связано с тем, что тормозящие рост гены от каждого из родителей нейтрализуются. Этот зверь словно мифическое существо, только реальное. И при всем этом социальное, способное к обучению и привязанность. И вот здесь мы подходим к финалу. Эти гиганты не легенды, не преувеличения, а настоящие рекорды природы. Они доказывают, что наша планета все еще полна сюрпризов, иногда устрашающих, иногда восхитительных, но всегда настоящих.